Это канал «Высшие технологии» с самыми последними новостями из мира технологий. Первое официальное исследование этого рефлекса было сделано в начале 1950-х годов французским исследователем по имени Седан. Он обнаружил, что некоторые пациенты чихают, когда он светит им в глаза своим офтальмоскопом, используемым для исследования сетчатки. В результате исследования 6 таких пациентов ученый установил, что они также чихают при воздействии яркого солнечного света, вспышки фотоаппарата и даже ультрафиолетового света. Описывая это явление, исследователь отметил, что чихание происходит только тогда, когда пациент попадает из темноты на свет, при последующем свечении такой рефлекс не наблюдается. Поскольку Седану не удалось найти в медицинской литературе никаких упоминаний о чихании, связанном со светом, он пришел к выводу, что это, должно быть, довольно редкое явление. Но в работе, опубликованной в журнале Neurology в 1964 году, авторы показали, что такой рефлекс характерен от 17 до 35% населения Земли, куда входит и автор этой заметки, и, скорее всего, многие из вас. На сегодняшний день мы знаем об этом рефлексе гораздо больше. Ему дали более конкретное название – аутосомно-доминантный световой чихательный рефлекс. В 2010 году группа генетиков из компании по генетическому тестированию 23andM определили два однонуклеотидных полиморфизма, связанных с этим явлением. Один из них расположен рядом с геном, который, как известно, связан с вызываемыми вспышками света эпилептическими припадками. Это повышает вероятность того, что между этими двумя синдромами может быть какая-то биологическая связь. Несмотря на информацию, которую исследователям удалось собрать по этому вопросу, никто точно не знает, как оптическая стимуляция глаз приводит к чиханию. Одна из возможностей заключается в том, что глаза и нос связаны через тройничный нерв. Или это может быть результатом процесса, называемого парасимпатической генерализацией, когда стимул возбуждает одну часть парасимпатической нервной системы, но соседние части при этом также активируются. Поэтому, когда яркий свет попадает на зрачок, это может косвенно вызвать секрецию и застой в слизистых оболочках носа, что затем приводит к чиханию. По материалам BBC. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.